Друзья, Привет! сегодня готовим рыбные котлеты. И хотя лично я предпочитаю рыбу, запеченную в духовке или жареную на сковороде, но котлеты, приготовленные по рецепту Эвы, они могут составить конкуренцию любому другому блюду. Самое главное, друзья, чтобы у вас под рукой было филе белой рыбы. Судак, хек, треска – это главный залог успеха. А все остальное достаточно легко, быстро и просто. Так что смотрите видео до конца и сами в этом убедитесь. Поехали! Поехали! Филе нарезаем небольшими кусками. И сразу отправляем в блендер. Лук нарезаем тоже небольшими кусками. Отправляем к рыбе. Перышки лука тоже нарезаем вот так крупно и добавляем к рыбе луком. Солим, перчим, добавляем столовую ложку растительного масла, пробиваем в блендере до однородности. Готовый фарш перекладываем в подходящую по объему емкость. Добавляем 1 желток, столовую ложку сметаны и все перемешиваем. Фарш получается очень нежный, как будто мы собираемся делать рыбное суфле. Все, можно приступать к жарке котлет. Нагреваем сковороду, сливаем растительное масло, смачиваем 2 столовые ложки в воде, берем фарш и начинаем формировать котлетку. И выкладываем на сковородку. И слегка придавливаем. Прелесть такого способа в том, что ваши руки не касаются фарша ни при его приготовлении, ни при формировании котлет. И это просто замечательно. Буквально по 3 минуты с каждой стороны, и наши котлетки готовы. Готовые котлетки выкладываем на тарелку, застеленную бумагой, чтобы весь лишний жир стек. Точно так же жарим вторую часть фарша. Доливаем чуть-чуть растительного масла. Точно так же формируем котлетку с помощью 2 ложек и отправляем на сковородку. Вот и вторая партия котлет готова. Вот какие чудесные румяные котлетки у нас получились. Посмотрите, друзья, какие сочные и пышные котлетки у нас получились. Вот они какие. А на гарнир лучше всего подойдет вареный молодой картофель или картофельное пюре. Ну, попробуем. Отрежь-ка мне кусочек. Зачем резать? Они такие нежные
посмотри, пирожочки, как оладушки. Вот тебе. Ну-ка. Попробуй. Смотри. Воздушные. Настолько Фантастические вкусные, котлетки. что я готов их есть каждый день. А я не готова. А я сам могу приготовить, потому что это очень просто. И главное, ручки не погружаются в фарш. Ручки чистенькие. Все готовится с помощью блендера и 2 ложечек. И обратите внимание, что мы никаких дополнительных специй, пряностей не клали. Но вы, на ваш вкус, можете положить прованские травы, тимьян, кому что нравится, для усиления вкуса. Но даже в таком виде, без всего этого, без этих дополнений, они превосходны на вкус. Обязательно попробуйте. Очень вам рекомендую. А пока подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих дорогих и близких фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!